Ono orada nereye yapıyor onlar? Да, тупой. Папа, Посмотри-ка. Космат. Ам. Окей. Welcome to my brain. This is where evolution becomes real. Fear me. I am Victor, the champion. Боец EPC Виктор. Fight to the followers of the truth. Окей. Ну, нихуя себе.
Имба Энерджи. The new world belongs to us. Бля, нет, 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 сука, твою мать, нет. Фак. Ёб твою мать! Фак, 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 фак. Humanity must be born again. It's their duty and their fate. Посмотри, тихо. Тихо. Косматки. Да. Вот один амулет у меня будет лишний. Есть шанс не раз... Ага. Короче, это берем. Life to the followers of the truth. Оу. Фак, 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 фак. Humanity must be born again. It's their duty and their fate. Дарс, дарс. Вот, кстати. Можно поставить огонь. Ну, ядро, давай. Так, и, наверное, стоит поставить вместо этой темы.
Вот это. Он все-таки человек. Урон будет по нему повыше. Fight to the followers of the truth! Капец нарядно. Привет, Сан. Здорово. Типа я или вот игра? Так, оп-оп-оп. Чисто на вайбе, да. Так. А, мне не дали до конца урона нести. Бля, 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 бля. Ладно, давай. О, не то, не то, не то, не то. Твою мать. Ай! Ай, ай, не надо, дядя! Ну все, до свидания. Я думаю, чисто на папке буду стоять, и он меня не заденет даже. Ну ладно. By the humble, I am evolved! A better man! Да, вот эта мразь, конечно, страшнее намного. Как я охеревал, сражаясь с ней. Серьезно. Так, ну это мы можем пропустить, в принципе. I'm surprised you. But I've known you for but even you've seen. What do you? I have to. Признаюсь, я удивлен. Не ожидал, что ты столь же рациональным, как мы. Тебе удалось меня впечатлить. Даже если это ложь. Я зря недооценил тебя, считая простой марионеткой. Ты достаточно открыт новому миру, чтобы слышать правду про каменную болезнь. Каменная болезнь не означает смерть, это процесс очищения человеческих существ. Очищенный человек, преодолевший каменную болезнь, крепится телом и освободит разум от лжи. Суть заключается в эрго. Да, эрго, которое ты используешь как источник силы. Некогда было человеческим существом. Наше дело — помочь остальным пройти через это очищение, распространяя эликсир. Это настоящая честь. Сила эрго способна и на большее. В руках пробужденных и возможности безграничны. У нас же есть средства контролировать эту силу. Силу, которую ты не можешь даже себе представить. Пока вы цепляетесь за ничтожное прошлое, мы шагнем в будущее человечества острова алхимиков. Приходи на остров и узришь наши своими глазами. А может, ты перетрнешь на раз, как нас остановить? Но, возможно, статуя святой поможет тебе. Удачи в любом случае. Бороться с валютой должно быть нелегко для тела, для духа. Выше голову, марионетка, до скорой встречи. Никто не обвинит специально на Мануса. Главу алхимиков в отсутствии гостеприимства. Так, теперь я понял, что откуда этот ключ вообще. Эрго возрожденного чемпиона. Стоят. Так. 10 тысяч нужно, да? Примерно. А я пойду дальше.
Так. Вот так вот сделаем, давайте. Или... Ага. Ну, блин, так-то да. Ну, давайте тупо в урон. В. Так, подождите. Ну да. Как будто бы норм тема. Хотя... Вот так вот сделаем. Вот так вот. И вот так вот. Окей. Пойдемте. Он там на что-то намекал, на то, что у какой-то статуи святой что-то есть. Блин, я в прошлый раз просто прямо пошел, как будто бы. Или я возвращался, я не помню. Как будто бы... Чё-то не помню. Нет, блин, я тут не был. Ебать, я тут не был. Что за нахер? Респект. Статуя милосердия святой. Вы можете сбросить систему с помощью статуи милосердия святой. Плод денежного дерева используется для сброса уровня. Чем чаще используется сброс, тем больше требуется плодов. Окей. Прости, что напугала. Похоже, способность слушать Эрго, дар слушательницы, усиливается во мне. Теперь я могу отправлять не только голос, но и создавать иллюзии. Может быть, это из-за силы статуи святой. Да ладно, она даже типа не здесь на самом деле. Я пришла к тебе, потому что хотела поговорить о Симоне. Про ужасные дела, которые он творит. Нужно было раньше рассказать тебе про Саймона, но подобное не поверишь, пока не увидишь собственные глаза. Он самый опасный человек в Краке, он несет хаос и смерть ради безумной идеи, которую он называет эволюцией. Саймон хочет, чтобы Крат эволюционировал в новый мир. Как котенка в архникаре. Чудовищное будущее еще хуже, чем катастрофа, которую мы уже пережили. Поэтому я пробудил тебя, если ты не сможешь спасти Крата Симона, это никто не сможет. Значит, ты это манера японная. Понимаешь? Котенка. Что, перерыв был? Ну, за детьми ходил. В садик там. Да. Антон, и не лабарбитинги. Мне всегда было интересно, почему я родилась слушательницей. Зачем-то сил досталось мне в то время, а в это время и в этом месте. Но теперь я понимаю. Эрго связывалась со мной, чтобы кто-нибудь услышал, что никогда она была человеком. Или, быть может, она хотела, чтобы его кто-нибудь попробовал. Возможно, это был бог или ангел, кто знает. Но алхимики запятнали денежное дерево, жалкое создание, сотворенное слушателем. Это их творение трагично, но полезно, как и многие другие. Эрго может управлять с помощью плодов денежного дерева, печальных слез тех, кто стал деревьями. Если нам им выдастся шанс, возможно, алхимики заставят меня создать такое дерево для них. Или сделать нечто еще более печальное.
Нельзя допустить, чтобы жертва тех, кто попал от рук алхимика, была напрасной. Через плод они делятся с собой своей силой. Собирай плоды денежного дерева и пускай статуя святой Вот это. Так ты почитаешь их жертву их горе и слез. Вот это. Какой надо понимать? Сейчас подойду. Дети зовут. Опа. Каменная болезнь, безумие марионеток и монстров души не случайно. Все это связано с Эрго. Эрго — это квинтэссенция жизни, подлинная каменная болезнь. В нем понятно воспоминания, извлеченный жизненный срок жертвы. Поэтому марионетки иногда пробуждают свои старые личности или говорят о чужих воспоминаниях. Вот-вот. Саймон желал заполучить силу Эрго и заметил, что при лечении каменной болезни может создавать сверхлюдей. Крат стал городом монстров и каменной болезни из-за ужасающих экспериментов Саймона. Король марионеток пытался остановить Саймона, но его тоже ждал провал. Теперь наша единственная надежда спасти Крата от этого кошмара. Да, как-то нехорошо вышло, конечно. Это строить свое детство положить денежное дерево, новая жизнь в старом мире. А тут возможности поменьше. Так сказал из 31. О, посмотрела. Где там? А? Где там? Ух ты, bukan kater pala. Конечно. Я. Папа. Tuh Пластилинда. О. Ага, кинемеда пыля. У нас у всех шапки. Пройдем еще раз эту игру. Потом можно будет всякими разными другими играми заняться. Хотя нет, я не буду прям так жестко сегодня кошмарить. Не этой игрой у вас. О, снова они. Ciao, Bello. Чао, Белла. Brother, you should say hello. You got that right, sister. A moment, please. The alchemist, give us. Please. Don't make. Please. The gold. Please. The gold coin. We knew you were. That's right. Ignore this one. On that note, I won't ever. Now go. Honestly, I didn't really expect you to bring us a damn thing, and yet, thank you, truly. I'm not saying I'm ready to set up. I never forget.
Ага. Так. Так. Печенька. This place Это is... какое-то нечто котенка. Okay, there's no easy way to say this, but it's a puppet graveyard. Humans call it an illegal dumping site. The city eventually had much bigger concerns. The mission's horrific solution. It's just too terrible to think about. Oh, why am I thinking about it? Кто я? А? Кто я? Робот? Ага. Ты робот собака. Пусть он робот-то. Ну тогда окей. А? Окей. Neler? Ha, вот и Никетта. Katen stendi şu baytık. Ne? Так, что я взял? Это вот так. Это вот так. Угу. Электричество. Пока нет. Черт побери. Буят корото. Кусану. Какау. Ага. Антон чугаhatın dem брават тибе. Bu baratı sağan oldu. Беги. Не хватило. Ну ладно. В смысле? Так, погоди, не то. Это не? А? Отлично. Шепард. Шепхер. Подписка оформлена. Господи, я выжил. Вот это Спасибо большое за подписку на YouTube. Вот это прикольно. О, большой шарик прохтулар. Вот этот вот странный клоун. Кусян клоун. Клоун, да? Ага. Скини, брат, какой-то мячик. Давай, подходи. Давай уже подходи. Вот кон. Понял тебя. Угу. Погоди. Упс. Тихо. Вот это вот.
Что такое? Тетя. Что такое? Эти да. Кусан роботтар. Эти роботтар. Папа, А. это опупил. Ага. Что ты видишь? Быстро, ага. Опупил. Тихо, 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 тихо. Оп. Оп. Это бомба? О. Угу, там еще роботы были внутри. Сломанные роботы. Ага. Они, по-моему, просто сломанные. Там даже дело не в том, что у них заряда нету. Они просто конкретно сломанные. Нормально. Зарядки. Папа, О, ты папа, да? ага, ларьер, да. Дерьмо, чуть не умер. Вот, вот. Большой, да? Опять. Это какая? Hello. Ага. Да, все. Он пошел спать. Посмотрим. Что там? Ну это чуть не сгорели. Если это полоска станет полной, то все, мы сгорим. Доллар буллану моя халават. Понятно. Круто. Это уже круто. Так. Those damn alchemists. The terms of the bargain almost intolerable. Well, it's not what I care about those hotel people anyway. But there are limits. Это собака. Человек в маске собаки. Oh, don't they say I've observed cat. You're a worthy hunt. You're a worthy hunt. Да, это маска. Маска робота, да? Нет, это человек в маске собаки.
Типа, если робот оденет маску, не будет непонятно, что это робот, да? Вот этот. Да, мама, то-то. Это мама пошла искать всякие разные штуки, вещи. Мама. Да. Всё. Это. Ой, это. Помбей. Так. Так. Lady Antonia illness. Lady Antonia, please. This is a... I shall open. No matter what, so welcome. Угу. Такие робот, но к ней еще и робот. Хороший робот, да. No matter what, so welcome. Помака. Да-да. Это жалко хорошо, почему? А? How's Can the you kill Is yourself, nothing bro? before I leave the cure? Make the cure. The cure isn't exactly stable. I believe the possibility. Yes. I suppose ignore. Thank you so much. I will administer the medicine. No matter what, so welcome. Так, он собирается ввести ей лекарство. Thanks for keeping. А ты бабушка Эльдер. Болеет бабушка, да. Да. Угу. Ты бабушка, я ей бобу, да. Угу. Порой я ей бобу. А то надо так делать. Ну просто я уже все это читал. И поэтому пропускаю, да. Так. Полезность. А, урон повыше, чем у этого, серьезно? Вот. Fica ali, блядь, я хотел посмотреть. Косарь урона, серьезно? Вот это вот. Ого. Это банана. Папа, банана. Это был топ кукла, на которой учишься сражаться. Так. Посылка вернее. Папа, папа. Угу. Папа, папа. Да, не понял. Пусть-пусть, Так.
Ты тихо. Эй, куда я? Это вы, собака, перчатки надо дать. You're a worthy hunter. What's this? Again, I don't remember. Anyway, thank her. I thought you had. Эти перчатки ему не подходят. Интересно же, почему они не подходят ему, да? А? Так, пойдемте скажем Евгении, что он был рад. Я ей бабушка. Это рука с пушкой. Really? Gloves? We could have. I will, no thanks. А таки не гохни, робот, не просто чуть-чуть. А? Ну, потому что... Типа сделали доброе дело? О, зомби Лорбаллар. У нас главный герой же этот. Он как этот, как бы сказать, марионетка, не настоящий мальчик. Он робот. Но мы делаем добрые дела, и поэтому становимся человеком потихоньку. Здесь, на только идем уровень чуть-чуть. Здесь там уровень. Ну-ка. Это оружие просто дерьмо! Не, у него, конечно, урона много, но... Да. Взорвали меня. Так, сейчас. Большой меч. Меч? Жарко, да. А ты баран мультик-то коренер. Ты робот кусал собаку. А, головы нету, это робот. А, ничего себе, я уже сюда пришел. Вот это вот. Вот это вот. Что такое? Кто вон пушка стреляет? Ого.
Вот там пусто. А, Папа, что-то я увлекся. папа, А? вот это там пусто. Где? Но Йомбин был на полу. Антон, у него у робота голова болит. Алидора. Этот сегмент с пушкой, наверное, стоит просто пробежать. А, мои души внутри, да? Вот это, вода нету. Вот там у него шляпа была, теперь шляпы нету, и поэтому там... А, искры остались от ней. Он же это все-таки робот. А, шляпа у него в голове была припаянная. Дмитрий Деменов. Что такое он? Поздравить Дениса Кузнецова из Люберец. Поздравляю Дениса Кузнецова с днем рождения. Всем благ и крепкого здоровья. Привет, Дмитрий. С наступающим, с наступающим. Привет. 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 Опять? Что там? Это. Это маньяк. Это, по идее, маньяк или кто-нибудь? Вот так. Бух. Олень. С красным носом. Как олень Рудольф. Кон! Бо! Буда. Нет. Нет. Клоун, да. Да. Клоун, да. Кон. А, бо? Оба. Это бо. Тут я Джанна уже все. Больше Левертера стрелять больше не будут. Баст сет. Буда. Тут тепло. Ох, погано. Это кислота практически. Вот это вот сюда сломанные роботы. Кучу. Буда. Но это вот, если эта шкала будет заполнена, то у нас будет заражение, заболеем и будем потихоньку умирать. Поэтому надо быстренько пробегать этот улицу. От души, брат, тебе всего хорошего, с наступающим Новым годом. Лям не за горами. Спасибо большое. От души. Спасибо за добрые слова. Вот, тихо. Ты чего? Свистит еще.
свистит. Говорит. Так. Это на работе. Он не то. Так. Он не то. А? Он не то. Вот те. Отлично. О, спасибо, Дмитрий Демьянов, за подписку на Оформлено. YouTube. Но этот робот хочет научиться человеческим эмоциям, и мы его учим всяким разным эмоциям. Хлопать, радоваться, злиться, грустить. Надо будет его как-то потом научить счастью, только вот непонятно, как он это сделает. Я еще счастья не находил. Опять пушка, да. Это бабочка. Бабочка, у которой есть особая энергия, всякие интересные предметы. А? Сахта! Концентр на как. Баран Сахтари. Оди котенка. Хайры, Архан. Тере. Саат охара оны сақтатым бұки. Сақтава қадыр. Саат оқ. Сақтақ бұғы. На чёрт побери. Вот это... Да? Это в смысле бедра? Эти просто тонкости. Тут сахар и такой. А тут, пожалуйста, Рухан. А тут тем более, Рухан, пожалуйста. Мне буки сахтанки ведь, обкакается же сейчас вот момент. О, нет. Блин, звука нет, поэтому я без наушников сижу. Поэтому тайминги. Надо чувствовать прям. Фак. Вот не нормально. Че, брат, сахта? Я делаю. Нормально такой урон. Ленди, здравствуй, привет, наступающим.
давай, отдыхай. Угу. Спасибо. Спасибо. Готов. Так, все. Нормально. Можно пойти и прокачать наше сердце. Taktılar da. Хорошо. Молодец. А где бегла? Это я уже их сломал. Да, уже сломал этих больших роботов. Надевай наушники. Вот наушники. Это вот наушники. Вот здесь мы прокачиваем наше сердце. 3. Что за игра? Это Lies of P. Souls-like. Хорошая игра. Прикольно. Обойма легиона. Превышение ограничения свободных предметов. Предметов воска. Ну вот это вот нормально, скорее всего, вот это вот ставить, что ли. Усиливать заряд тобой легенды. Усилить действие катализаторов легенды. Вообще не понимаю. Ух. Хорошая игра, кстати, рекомендую к прохождению. Годная. Что еще? Нет. Только если ты не играл в Souls-like, то он будет немного, скорее всего, немного сложно. Ну не так, что прям сильно сложно. Просто, скорее всего, в более поздних этапах игры будет сложно. Более поздних. Когда там боссы начнут быть особо резвыми, жесткими. Так. Ну вот это вот, скорее всего. Да, вот это вот, короче. Больше ячеек легенды. Так. Это вот день. Вот это вот день. Угу. Это вон то прокачиваю сигнал, но растет. Приставка на клавиатуре. Так. Восстановление прочности при идеальном блоке. Это прикольно. Больше ячеек оружия. Наверное, короче, вот это стоит взять. Хотя многовато, что ли. Короче. Давайте это. Самое нормальное, вот, как будто бы это. И все остальное. Ну и вот это, в принципе, хорошее. Короче, это лучше будет. Так, повышение так хирургии. Так. Потом тут. Полученный урон при блоке заряженного ампула. Пониженный урон при уклонении. Повышенный сенсор.
А? Ya, ah. Coba dan sud mereka je. Tu ya? Udah. Ya? Mereka je sud terus. Besmat. Sud mereka je. Cid. Ha? Ha? Telefonda. Что? Папа свой телефон не дает. Когда мама придет. Что такое? Это мама калана. Биддер. Это только-то. Это только леди. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось тебе. Скоро же придет. Ну, конечно. А вот это прикольная тема, кстати. Скалин класс. Нос растет. И это I know my way around. A Stargate powers stalkers. Букиста. Где? Вот он игрушка, дятел. А? Эти то измеритель, линейка. No matter what, sir, be welcome. Whatever choice you. Ладно. Так. Давай это прокачаем. Вот это вот. Статуя. Угу, такая статуя. Ангел. Это ангел. Статуя печального ангела.
Упс. В смысле? А? Она ушла? Не понял. Да куда так далеко-то? Погоди-ка, мне вот интересно. Отлично. Everything social should be оформлено. perfect. Спасибо за подписку на ютубе. Так. Это типа провокации. Только ему не очень-то не нужен. Было бы прикольно, если бы он такой реагировал на меня и пошел дверь открывать. Ой, ой. 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 Робот кынды. Ну так роботы говорить умеют. Да. Они мне хочется. Ну типа смотри. А, ё-моё, попал. Хорошо. О, бомбер. Так, идем сюда. Подопытный. Сестра Адриана. Окей. This must be quite an urgent patient. Still breathing. Trust me. No vital signs. You must be dead. I'll dispose of you properly. Да. Да как ты мог промахнуться? Твою мать, он пришел в одной из комнат с нами. Да, опять промахнулся. In my judgment as a doctor, all should end while they're still humans.
А to bu sanki Помака. это маска, ладно, да, это маска. Да. Окей. У меня, кажется, заряды кончились. Ладно, пора его бить вот так. О, ту-ту-ту. О. Мне же... Ага. Посмотри. Этот маленький человек, если что, у меня не в заложниках. Так. Ё-моё, не. Так. Что в том ящике было, я не помню. Ладно, стоит заценить, наверное. Вы блевать умеете. Шестеренки кидаю. Ты здоровый мужик. Да, зомби. Неприятно сражаться, конечно. Это вот заклей вот здесь, Эрлхан. Вот тут. Вот так. Чтобы не падало. Нет. Провод. Ты же провод задеваешь все время. Вот тут снизу вот так вот заклей. Вот так. Вот, да. И вот тут. Вот тут. Угу. Все, теперь не упадет. Баба. Это был кто? Да. И шорткат сейчас открою, точно. Даже не шорткат, а вот прям вот так, да? Точно. Круто. Это дверь открыть. Открыли. Что? Там, да. Что там? Там что-то лежало, да? Посмотри. Ладно, пойду так заберу.
Это вот там провод тоже задевается здесь. Поэтому так шумит. Ауч. Не, так не трогай. Это провод же, говорю. О, так, окей. Ну, а смотри-ка, все, максимум прокачали. Как будто бы максимум прокачали, возможно вообще. Тогда уйдем в прокачку, уведем прокачку. Легион. Да, здоровье давайте. Не, это уже не клоун, это другое. Просто шарики практически. От чего и откуда непонятно. Видел такое, да? Такую игру играл, да. Где... блин, тихо, не падай. О, господи. Это красная бабочка. Нет, надо было взять ее. Ай, ёп. Понское дерьмо. И потом поиграешь. Посмотри. Вот эту игру играть-то. Да потом подрасти. Вообще, вам, наверное, только на PlayStation играть. Что PlayStation? То вон он стоит. Только мы на нем мультики только смотрели. Там раньше было, теперь нету. Давно, да. Так. Аккуратничек.
А где выносливость? Так, страшный медведь. О, гнуко. Вот медведь. На. А? Но это не робот, это медведь. Медведь-зомби, да. Да, зомби-медведь. Ayo bu, bu. Baba. O apa? Антон, ага. Бить неси, а ты. Где ты? Это вот лестницу опустили, чтобы если что сюда подняться. О, боже мой. А, нет. Чёрт, сейчас будет. Плотный челик будет. А, не. Робот. Вот такой вот он. А, ничего себе. А, нет. А. Выступный, да. Привет, Арсен. Пошел вон. Фак, чуть не помер. Папа. А. Папа, мама. От ти нога такой йде. Ама сокол биття. От нога такой.
По-моему, он не туда воюет. Актив что-то такой себе. Ну, ты первый рэп, кто бэкшот рулет записал. Подписался. Спасибо. Привет, забавал. Собираюсь по нему видео, кстати, сделать. Офигенная игра. Че, в CS2 не играешь уже? Ну, я ж тебе говорил тогда, то, что это так. Одержимость той или иной игрой у меня всегда, типа, временно. Сейчас же новый проц, FPS больше будет. Это да. Но я думаю, чуть позже. Возможно, сегодня поиграю. Сегодня чисто разные игры буду играть. Вот он, пес. Hey, are you a treasure hunter? hunter? I know you wouldn't happen to plan my life is all I can do is you never and unlike professional. That's why I know there are rumors. Ага. Но только этот другой же. The rumors. Alidor, I mean, come. Папа, Разыскивает Алидору. А. это не тем, а вот это. Life is all I can do is keep my treasure. It's a credit. You know what they say. А, да? Life is Даже all I can do так? is- Ничего себе. Я не знал. Ё-моё. Пока с ним так много раз надо было поговорить, что... Вау. Он, оказывается, не всякие разные штуки дает. Так, ну первым делом... Стоит пойти... Надеюсь, этот пес говна тут стоит. И я смогу ему предъявить за то, что он мошенник. Да ладно, реально? Серьезно? Я думал, его не будет. You're a worthy hunter, and what's this? Хвалебная фиша для меня. Oh dear, your Ты practical перегибаешь jokes go палку too с своими far. прикладами розыгрыша. Мобильными розыски. Объясню. Есть Let me один explain. беспринципный журналист, его зовут Медора. Reporter called Medora. One time, what does this world come to? Perhaps I should be pleased that this scrap of paper is powerless, as that you're a worthy hunter. Ясно. Ну, такая себе отмазка, конечно, нем. А че, его нельзя прибить? Сволочь. Нельзя. Сейчас нельзя его трогать. Эх, жалко. Ладно, пока. Мне пока надо кота покормить. И голова чуть побаливает. Хорошо. О, смотри-ка. Можно к собаке вернуться. Ничего себе. Ну, у меня вот когда как. Иногда активность хорошая, иногда нет, но меня-то не особо волнует. Конечно, разве что было бы классно, если бы было бы с кем общаться. На стриме. Так ты встретился с Алидорой и спросил об объявлении розыски страны. Алидора и Медора друзья. Когда я был ранен, он отвел меня к Медору, который появился на месте одним из первых. И Медора неплохой врач, он спас меня, когда обрушился на страшность. Алло. Алло.
Так, Винни. I just if no way. There you are. Done. Ага, типа сюда иди, говорит. Говорят, иди сюда. I know my way around. О, Нетрокс, спасибо большое за 555 рублей. И тебя с наступающим. Большое спасибо. Ну, ты прям, да. С наступающим. Большое спасибо. Ничего себе. Спасибо большое. Сейчас пойдем вернемся к коридору. Не хватает чуть-чуть. You're a worthy hunter. С ним об этом поговорить нельзя. Ну ладно, погнали, поделимся с этим странным чудовищем. Так. Зеленое чудище. Так. Блокнот часовой, да. Так, вот с этим надо будет сейчас попотеть, скорее всего. Это чудовище. Зеленое болотное чудовище. Или типа того. А? Да, его. Ну, почти краб. То ли краб, то ли человек, то ли глиста. Ну, типа вроде краб. Щупалец много. Щупальца всякие. Понял тебя. Да ё-моё. Воу, what the fuck? Тихо.
Да куда ты убежал, а? А, вот настолько далеко. Понял. Мадафака. А, нет. Вот теперь. А, да ну, ну, блин, ладно. Я тебя сугубо максимально понял. Чисто понял тебя. А, да блин, почему... Ой, тихо, тихо. А. Телефон, да? Эй. Да. Бля. Да ну нахуй. Мне вот блин, я вот сейчас хочу кое-что сделать. Но после того, как убью этого босса. Я такой думаю, что можно это сделать на стриме прям. Правда, будет ли это прям возможно или нет. Немного сомнительно. Но я попробую. Фак.
Готов. Окей. Золотая орда. I knew you'd do it. Finally, the last hero weapon is in my hands. Последний герой с оружием. I knew you'd do it. I got what I wanted. I knew where it was. You have my thanks. See you at the hotel. Thank you for your... Let's go back to the hotel. Thank you for your... Let's go back to the hotel. Твою мать, а? Вот тварь. Мистер Говард делал дерьмо. No. Now the golden sea just after. I always will. You made the right choice. She is so happy. I know now what a glorious feeling it is. Perhaps it's presumptuous for a puppet. Thank you for saying. Так, она что, прям исцелилась? Come here, child. Oh, This is my first chance to get a prize. It's a shame my illness. You are responsible. I have to stay seated. If Krat ever... О. Отлично. I heard what happened at the exhibition. I'll tell you one thing. Beneath us, until the everything, the passage and the underground. If we find, I heard them, and the collapse. People have thanks for keep. I found the last... It'll always remain. Let the punishment... A great weapon. Эргопадший. Долг дворянина. Ага, уклонение от яростных атак. Давай. No matter what, serving welcome. Я что, типа какой-то барьер преодолел в плане повышения урона. I always... I know my way. I know my way. By the way, his last... Can you find him for me? I'll make thanks. I think he was... Отлично. You don't remember. Ask me about it.
Кварца 0. Окей. Алло? Оу. А? Бабушка звонит. А то бабушка пытается позвонить. Подожди. Привет. А? Алло. Ау. Нет. Hävitер оронун орор хөвд. Ночью белерб. Ага. Антен? Понятно. А ты джиатер хөртү бұрғанға? Антон, джойстик улбатет. Хорошо. Хорошо. Так. Понял. Ага. Антон, эһәбит келиға отыру. Бары хәлләр. Бабушка с Лустаном будут там, у Эджиге. Антон Аннаким. Как-то странно лежит тут. Так. Вот это было так, серьезно? Погоди-ка. Ну, это босс Наталидора, очевидно.
Так, окей. Ага. Так. Так. Окей. Так, хорошо. Хотя не так даже. Надо какие. Так.
Нет, так, даже, блин. Короче, сразу. Блять. Вступительные слова. Короче, прямо буду писать. Музыка.
Антон, аккуратно коню. Да, ты стремил ровно. Это тебе лампах то тынгана. Вот так. Что там еще было-то? Папа. 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 Это на вот так.
Bana vatan. Ага, Кускулар. Unutmalıdır. Müzik üstelidir. Что там еще было? Наручники, уберпас, сигареты, уличное стекло, складная пила. И все, по-моему. Блин, как оно пишется? Дефибриллятор. А? Дефибриллятора. Дефибриллятора.
Так, окей. الخط أنا هبره. Угу. Итак, я тут встретил одну игру под названием Buckshot Roulette. Buckshot Roulette. Увидел короткий ролик по ней и вдруг понял, что стоит в нее поиграть. Игра стоила $1.40, насколько я помню. И не ошибся в его приобретении. Данная игра дарит интересный геймплейный опыт. Точнее, интересный игровой опыт. Тик-тик-тик. Ага. И также в голове у тебя сразу же всплывает вопрос, почему данная игра... Точнее нет. И также в голове у тебя сразу всплывает интересный вопрос. И также у тебя в голове всплывает вопрос, почему никто не додумался до этого раньше. Игра про русскую рулетку, игра про русскую рулетку, но с дробовиком. Сюжета тут как такового по сути нету. Сама игра существует как будто чисто ради вдохновения. Чтобы другие разработчики, взглянув на данную игру, решили сделать данный геймплей с каким-нибудь крутым сюжетом или прикрутили его в мультиплеер. Так. Игра начинается с того, что мы стоим посреди какого-то туалета, видим пузырек с таблетками, надпись на зеркале «Боишься?» и дверь. Выпинываем его, выходим на
какой-то балкон, и мы понимаем, что мы находимся на каком-то верхнем этаже какого-то клуба. Снизу бьет свет стробоскопа. Играет громкая, кочевая клубная музыка. Стоит какой-то мужик и курит сигарету. Видим следующую дверь и заходим в комнату. Посредине которой стоит стол с контрактом. И из темноты выходит лицо, которое говорит нам подписать его. Мы подписываем его. Па-па-па-па-па-па. Некое устройство на краю стола вдруг загорается, и появляются индикаторы здоровья и имена игроков. Далее из-под стола появляются патроны. 1 боевой, 2 холостых. И демон с ебалом говна. Так, нахуй, подожди-ка. Скорее всего, надо будет скачать треки отдельно. Все-таки вот так вот записывать немного сложно. Надо будет перечитать текст несколько раз. А можно еще вот так вот сделать, знаешь как? Класс. Я тут встретил игру под названием Buckshot Roulette. О, класс, класс. Заебись. Выглядит это, конечно, странно. Блин, как же это странно. Так, я тут встретил игру под названием Buckshot Roulette. Здорово, зритель. Здорово, зритель. Я тут встретил игру под названием Buckshot Roulette. Увидел короткий ролик с геймплеем и понял, что я сам должен попробовать данную игру. И не ошибся в его приобретении. Он стоил $1.40. И данная игра дарит интересный игровой опыт, и также в голове у тебя сразу всплывает вопрос, а почему до этого никто раньше не додумался? Игра про русскую рулетку, но с дробовиком. Сюжета тут как будто бы и нет. Сама игра существует как будто чисто ради вдохновения, чтобы другие разработчики, взглянув на эту игру, решили сделать данный геймплей с каким-нибудь крутым сюжетом. Игра начинается с того, что мы стоим в туалете и осматриваем... стоим в туалете. И осмотревшись, мы видим пару пузырьков с таблетками и надпись на стене «Боишься?». А вдали играет клубная музыка. Выходим из туалета, выпинывая дверь, и мы видим, что мы находимся где-то на верхних уровнях клубного заведения, а какой-то человек курит у перил. Снизу бьет свет стробоскопа, и громко играет музыка. Довольно-таки кочевая. Идем дальше, пинаем следующую дверь, и мы оказываемся в полутемной комнате, посередине которого стоит стол с каким-то контрактом. Из темноты выходит существо, отдаленно похожее на человека с острыми зубами и пустыми глазницами. Так, сейчас. Он говорит нам подписать контракт. Далее мы указываем имя. Загорается устройство у края стола с 3 раундами, и на столе оказывается дробовик. Из-под стола появляются патроны к ружью, 1 боевой и 2 холостых. Игра началась. Сперва ходит игрок.
выбирает, выстрелить в демона или в себя. В каком порядке заряжены патроны, непонятно. Они заряжены максимально рандомно. Русская рулетка с дробовиком. Вам каким-то чудом удастся выжить в первом раунде. На втором же демон предложит сделать игру еще интереснее. И говорит нам брать из сундука по 2 предмета. Так. В начале каждого хода. Предметов несколько. Наручники, пропуск хода оппонента, убер-класс, вытащить патрон из дробовика, сигареты, восполнение одного заряда ХП, увеличительное стекло, узнать, какой патрон заряжен внутри дробовика, складная пила, увеличить урон дробовика путем отпиливания ствола. И это все предметы, что были в игре. По мере появления предметов вам случайно покажут заляпанный кровью контракт, который был подписан Богом. Видимо, он не справился с игрой. Далее третий раунд. У каждого игрока 6 зарядов здоровья, но когда у вас останется всего 2 здоровья, ножницы подрежут провода дефибриллятора. И теперь у вас нет права на ошибку, иначе смерть. Вы одолеваете демона и получаете кейс с деньгами. И уезжаете на машине с трофейным ружьем и кейсом полных денег. Но представьте, если эта офигенная игра имела бы мультиплеер, где нам нужно было бы играть против другого игрока, общаться с ним по voice-чату или текстом, блефовать, давать ему право хода под каким-нибудь предлогом. Ну, или там как-нибудь еще. Так, подожди. Но ты себе... погоди. Но ты у себя уже посчитал патроны и уверен в том, что ты... блядь, погоди. Но ты у себя в голове посчитал патроны и уверен в том, что там боевой либо холостой и так далее. Игра получилась бы просто увлекательной на уровне... Я хз, как еще, как можно было бы это до этого. Привет, Мята. Привет, Даркол. Здорово, ребята. Я тут видео делаю. Помимо всего этого, можно было бы одиночную игру сделать увлекательнее. Например, добавить какой-нибудь минимальный сюжет, где главный герой имеет мотивацию в виде оплаты кредита, оплаты лечения матери или, может быть, выкупа своей души у какого-нибудь демона или ада в общем и так далее. Да что угодно. Ставки можно было бы увеличивать по мере прохождения, и можно было бы добавить иные новые этажи или совершенно другие локации. Также разнообразить оппонентов. Добавить пару-тройку. Блять, хуй знает вообще. Ладно. Короче, это там как-нибудь подредактируем. В общем, игра имеет огромный простор в реализации тех или иных фантазий, что просто удивительно, что данная игра не вышла какой-нибудь такой, как было озвучено ранее. Окей. Прямой взгляд от NVIDIA глючит, да, это я знаю. Да. Игру создал один человек, Майк Клубника. Он дал игре арт, саундтрек, также написал код. Далее в титрах он указал все материалы, что использовал при создании игры, как будто бы он хотел, чтобы данную концепцию геймплея кто-то довел до ума. И остается лишь только гадать, когда это случится. Угу. Блин, этот сраный взгляд от NVIDIA, это, конечно, странная хрень. Ну, попробую таким образом сделать. Как бы тут игра немного странная, и пускай это все так же будет выглядеть странно.
Так. В общем, Майк Клубника также вдохновлялся создателем игры. Точнее, он вдохновлялся конкретной игрой. Сейчас я попробую найти ее. Как он назывался? Inscription. Да, Inscription. Так. Ага. Майк Клубника вдохновлялся разработчиком по имени Дэниел Маллинс. Он создатель игры под названием Inscription. Там примерно подобного рода, так сказать, визуальный стиль в плане того, что вот стол, напротив тебя какая-то неведомая странная хрень, и вы играете в какую-то игру. Но в данной игре все довольно-таки сделано прикольнее. То есть она привлекает внимание, я бы сказал. Русская рулетка с дробовиком против какого-то демона. Ну это же офигенно просто. Мята, и тебя с наступающим. Спасибо, спасибо. Ну, в общем, надеюсь и буду ждать, что данная игра подобной геймплейной концепцией приобретет какой-то более законченный вид, что ли, в плане сюжета, может, мультиплеера и так далее. Будем надеяться, что в ближайшее время что-то да появится. И, возможно, это будет в 2024 году, потому как мне кажется, что это, скорее всего, было сделано чисто ради того, чтобы Майк Клубника показал данную работу как портфолио для какой-нибудь более крупной компании. Может, он хочет таким образом устроиться в какую-то студию и там реализовать и довести до ума свои идеи. То есть, таким образом, получив какое-то финансирование или, может быть, команду разработчиков. Так что, да, это довольно-таки интересно. Ну и, собственно, скажу, пользуюсь... Вот, блядь. Ну и в общем, надеюсь, тебе понравился данный ролик. И оставь комментарий, какие бы идеи можно было прикрутить в данной игре. Ну и, собственно, подписывайся. С наступающим. И до скорой встречи. Вот, все, записал. Отлично. Возвращаемся сюда. Грик. Крик. 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 Берем трек. У меня жесткие ассоциации с Резидентом, игрой в карты там. Я помню. Да-да-да. Там что-то такое было, по-моему. Там с сыном этим двинутым играл. Как его звали? Я уже забыл. Я фамилию этой семейки забыл, прикинь. А раньше прям жестко помнил. Ну, в общем, да, я помню эту тему. Прикольная тема. Хорошая. Так. Даже фиг не раньше привлекался, сейчас не помню. Как трек называется, где его найти, скачать хочу.
это прям супер просто. Не дрить, я шикально выгляжу, конечно. Так. Мгм. Здорово, зритель. Здорово, зритель. Я тут встретил группу. Здорово, зритель. Здорово, зритель. Здорово. Здорово. Так. Так, это можно убрать пока. Пэм, 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 пэм. Пэм, пэм, пэм. Здорово, зритель. Я тут встретил игру под названием Backshot. Угу. Так. Ну я же все равно резать буду. Ладно, тем не менее, пускай сразу же податывается. Здорово, зритель. Я тут встретил игру под названием Backshot. Backshot рулет. Backshot рулет. Ну-ка. Зачем? Это научись писать. Научись писать. Что ты написать хочешь? Далеко, да? Хочешь написать далеко, да? Вот напиши. Вот Д. А. О. Е. К. О. Блин. Ага. Так. Она...
Бакшот рулет. Бакшот рулет. Окей. Беру. Бакшот рулет. Бакшот рулет. Окей. Без выстрела пускай. Бакшот рулет. Увидел короткий. Бакшот рулет. Бакшот рулет. Увидел короткий ролик с геймплеем и понял, что я сам должен попробовать данную игру. И не ошибся в его приобретении. Он стоил $1. Ладно. Так, наверное, стоит покромсать. Блять, как же это странно выглядит, конечно. Так, вот так. 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 Дураба, зритель. Я тут встретил игру под названием Бакшот рулет. Блин, эти глаза. С геймплеем и понял, что я сам должен попробовать данную игру. И не ошибся в его приобретении. Он стоил $1.40. Да, я сделаю, ага. И данная игра дарит интересный игровой опыт. И просто режу пока. На игру. И не ошибся в его приобретении. Он стоил $1.40. И данная игра дарит интересный игровой опыт. И также в голове у тебя сразу всплывает вопрос: а почему до этого никто раньше не додумался? Игра про русскую рулетку, но с дробовиком. Сюжет тут... Так, погоди, как всплывает вопрос: а почему до этого никто раньше... А почему до этого никто... Почему до этого никто раньше не додумался? Окей. Раньше не додумался. Игра про русскую рулетку, но с дробовиком. Сюжет тут как будто бы... Так. Ага. Ошибся в его приобретении. Он стоил $1.40. И данная игра дарит интересный игровой опыт. И также в голове у тебя сразу всплывает вопрос: а почему до этого никто раньше не додумался? Вопрос: а почему до этого никто раньше? Так. Почему до этого никто тут... Этого
никто раньше не додумался. Игра про... Раньше не додумался. Игра про русскую рулетку, но с дробовиком. Сюжета тут как будто бы и нет. Сама игра существует как будто чисто ради вдохновения, чтобы другие разработчики, взглянув на эту игру, решили сделать данный геймплей с данный геймплей с каким-нибудь крутым сюжетом. Игра начинается с того, что мы крутым сюжетом. Курит у перил. Заряжены максимально. Крутым сюжетом. Игра начинается с того, что мы стоим в туалете и осматриваем... Стоим в туалете. И осмотревшись, мы видим пару пузырьков с таблетками крутым сюжетом. Игра начинается с того, что мы стоим в туалете и осматриваем... Стоим в туалете. И осмотревшись, мы видим... Мы стоим в туалете. И осмотревшись, мы видим пару пузырьков с таблетками и надпись на стене «Боишься?». А вдали играет клубная музыка. Уходим из туалета. С таблетками и надпись на стене «Боишься?». А вдали играет клубная музыка. Окей. Уходим из туалета, выпинывая двери, мы видим, что мы находимся где-то на верхних уровнях клубного заведения, а какой-то человек курит у перил. Снизу бьет свет стробоскопа, и громко играет музыка. Довольно-таки качево. Идем дальше, пинаем следующую дверь, и мы оказываемся в полу. Так. Привет, Тимофей Фролов. Бьет свет стробоскопа, и громко играет музыка, довольно-таки качево. Идем дальше, пинаем следующую дверь, и мы оказываемся... Качево. Идем дальше. Сулейман передает привет с наступающим Новым годом. Александр Дарниченко, здравствуй. Здравствуй. Спасибо и вас с Новым годом, всех с Новым годом. С Новым годом, с Новым годом. Пинаем следующую дверь. С наступающим, точнее, я хотел сказать. В котором стоит толстый контрактор. Привет. Из темноты выходит существо, отдаленно похоже. Так, вот примерно вот тут. Довольно-таки качево. Идем дальше. Уже на человека с острым. На машине. Вот и в игре Арт. Ага. Надеюсь. А, нет, это уже музыка такая. Погоди-ка, а как там было-то вообще? Что-то я забыл. Спасибо за рейд, Сулейман. Здравствуй, здравствуй. С наступающим вас, ребят. Так. Так вот, значит. Понял. Хорошо. Так. Примерно.
Блин, а что за прикол с проектом? Настройки. Рендеринг, замена, изменить. Привет, Ауэль. Ауэль. С наступающим. Спасибо, спасибо. Так. Вот настройки проекта. Это не то? Ну, как будто бы не то, да. Переименовать, создать подклип. Рендеринг, замена. Настройка последовательности. Оно. Блин, ну я все вижу. Какого хера? Во, найс. Окей. Так. Мне это все отдельно записать надо будет, наверное, да? Наверное, так будет лучше. Или нет? Или да? Твою мать, надо. Погоди-ка. Еще раз. Твою мать. Какого хера? Привет, Флимби. Заебись.
Что это за игра такая? Бакшот. Рулет называется. Я вот сейчас по ней видео делаю. Вот, записываю видеоряд со звуком. Для нее. Для видео. Да, сижу, а чё, подумал, блин, надо. Надо. Скушай это, мразь. Прикольно, да? Я знаю, что там холостой, но все равно напряжен. Немного стрёмно понимать, что это последнее, что видел Курт Кобейн. Уберквас. Два уберкваса. Там два боевых, значит, стреляем. Блять, да ну нахер! О боже, нахуй. А зачем он это сделал? Ты глянь, какой говнюк, а. Сука. Ощущаю себя снова живым. Фак. Не, ну сейчас по-любому боевой будет. По-любому боевой. Я прям уверен, что боевой заряжен. Да, да, сука, сдохни. Так, 3 боевых, 2 холостых было. Сейчас осталось 2 боевых, 2 холостых. Два боевых, 1 холостой. Держи. Теперь осталось 50 на 50. Твою мать. Идиот. Твою мать. Отлично.
Ха. Так. Ё-моё. Найс. Блин. Я в дерьме. Ха, сука. Блять, что делает нахуй? Это было тупо. Было же очевидно, что там боевой. Зачем он это делает? Он жить не хочет просто. Да, готов. Ну чё, похоронная? Я видео записываю для ролика. Money, 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 money. Пускай еще так постоит немного. Чуть-чуть еще запишем. Чуть-чуть. Все. Угу. Нормально. Хорошо. А как ты про нее узнал вообще? Случайно вообще наткнулся на эту игру на ютубе? Там просто есть один канал интересный. Я о нем вам
чуть позже поведаю. Там всякие разные проекты появляются, там независимые разработчики Индии, там очень много таких. И зачастую там бывают прям такие интересные. Там, например, впервые Blasphemous появлялся. Мгм. Так. Дураба, зритель. Я тут встретил игру под названием Buckshot Roulette. Увидел короткий ролик с геймплеем и понял, что я сам должен попробовать данную игру. И не ошибся в его приобретении. Он стоил $1.40. И данная игра дарит интересный игровой опыт. И также в голове у тебя сразу всплывает вопрос, а почему до этого никто раньше не додумался? Игра про русскую рулетку, но с дробовиком. Сюжета тут как будто бы и нет. Сама игра существует как будто чисто ради вдохновения, чтобы другие разработчики, взглянув на эту игру, решили сделать данный геймплей с каким-нибудь крутым сюжетом. Игра начинает... Так, вот тут немного... Вот начнем с сюжета. Так, вот тут музыку, наверное, стоит как-то закинуть сюда пока что. Пускай музыка отсюда играет. Так, также, наверное, вот это нахер уберем. Во, оно. Свяжем. И закинем. Крутым сюжетом. Игра начинается... С того, что мы стоим... Сюжетом. Игра начинается с того, что мы стоим... С каким-нибудь крутым сюжетом. Игра начинается с того, что мы стоим... Сюжетом. Крутым сюжетом. Игра начинается с того, что мы стоим в туалете, и осмотревшись, мы видим пару пузырьков с таблетками и надпись на стене. Так. Пузырьков с таблетками и надпись на стене «Боишься?», а вдали играет клубная музыка. Выходим из туалета, выпинывая... Так. Твою мать.
Игра начинается с того, что мы стоим в туалете, и осмотревшись, мы видим пару пузырьков с таблетками и надпись на стене «Боишься?», а вдали играет клубная музыка. Выходим из туалета, выпинывая двери, мы видим, что мы находимся где-то на верхних Привет, енот. уровнях клубного Здорово, с заведения, наступающим. а какой-то человек курит у перил. Снизу бьет свет стробоскопа, и громко играет музыка, довольно-таки кочево. Идем дальше, пинаем. Так. Клубная музыка. Выходим из туалета, выпинывая двери, мы видим, что мы находимся где-то на верхних уровнях клубного заведения. Так. Играет музыка, довольно-таки кочево. Идем дальше. Вот тут мы идем дальше. В смысле? А, я прям решил вот с самого начала начать. А. Так, тогда погоди. Тогда погоди. Тогда погоди. Дураба, зритель. Я тут встретил игру под названием Buckshot Roulette. Buckshot Roulette. Игру под названием Buckshot Roulette. Увидел? Названием Buckshot Roulette. Увидел короткий ролик с геймплеем и понял, что я сам должен попробовать данную игру. И не ошибся в его приобретении. Он стоил $1.40 и рулет. Увидел короткий ролик с геймплеем и понял, что я сам должен попробовать. Я купил для себя подарки на Новый год, но открою их только на Новый год. Но я боюсь, что в одном из подарков лежит что-то вкусное, и оно растает. Ну и в этой же коробке лежит то, что на холоде не хочу оставлять. Ну ты задачку себе создал, конечно. Да. Увидел короткий ролик с геймплеем и понял, что я сам должен попробовать данную игру. Buckshot Roulette. Так. Погоди-ка. Как создать проблему на ровном месте? Это забавно. Это забавно и мило. Так. Рулет. Увидел короткий ролик.
Так. Вот тут. Вот это. Так, делаем. Потом. Бум-бум. Вот так посмотрим. Бакшот рулет. Увидел короткий ролик с геймплеем и понял, что я сам должен попробовать данную игру. И не ошибся в его приобретении. Давай-ка еще вот так вот сделаем. Короткий ролик с геймплеем и понял, что я сам должен попробовать данную игру. И не ошибся в его приобретении. Он стоил $1.40. И данная игра... Так, подожди. Дура, обозритель. Я тут встретил игру под названием Бакшот Рулет. Увидел короткий ролик с гейм... Вот звук надо было тут как-то... Названием Бакшот Рулет. Увидел короткий ролик с геймплеем и понял, что я сам... Во, как-то хорошо попадает. Тетрис купил? Да ладно, погоди, тот самый Тетрис, который с этим Battle Royale? Он же вроде охуенный. Нормальная покупка. Тетрис Эффект. Тетрис Эффект. Тетрис Эффект. Connect. А, да-да-да, это Battle Royale. Там есть Battle Royale. Блин, он прикольный. Я тоже хотел его купить когда-то. Помню. Под названием Бакшот Рулет. Увидел короткий ролик с геймплеем и понял. Да ну нахуй, этот выстрел полное говно. Хотя... Может быть здесь вот сюда поставить. Под названием Бакшот Рулет. Увидел короткий ролик с геймплеем и... Мне нахуй не нравится почему-то. Встретил игру под названием Бакшот Рулет. Увидел короткий ролик с геймплеем и понял, что я сам должен попробовать данную игру. И не ошибся в его приобретении. Он стоил $1.40. И данная игра дарит интерес... Блять, эти глаза. Пиздец, конечно. Я тут встретил игру под... Дура, обозритель. Я тут встретил игру под названием Бакшот Рулет. Дура, обозритель. Я тут встретил игру под названием Бакшот Рулет. Увидел короткий ролик с геймплеем и понял, что я сам должен попробовать. Так. Наверное, стоит вот тут еще как-то. Увидел короткий ролик с геймплеем и понял, что я сам должен попробовать данную игру. И не ошибся в его приобретении. Он стоил $1.40. И данная игра дарит интересный игровой опыт. И также в голове у тебя сразу всплывает вопрос, а почему
тебя сразу всплывает вопрос, а почему до этого никто раньше не додумался? Игра про русскую рулетку, но с дробовиком. Сюжета тут как будто бы и нет. Сама игра существует как будто чисто ради вдохновения, чтобы другие разработчики, взглянув на эту игру, решили сделать данный геймплей с каким-нибудь крутым сюжетом. Так, вот. Данный геймплей с каким-нибудь крутым сюжетом. Игра начинается с того, что мы стоим в туалете. И осмотревшись, мы видим пару пузырьков с таблетками и надпись на стене «Боишься?». А вдали играет клубная музыка. Уходим. Сколько секунд? Блять. Так, сколько здесь секунд? Где-то 3, да? Значит, увеличиваем 3 секунды примерно. Игра начинается с того, что мы стоим в туалете, и осмотревшись, мы видим пару пузырьков с таблетками и надпись на стене «Боишься?». А вдали играет клубная музыка. Выходим из туалета, выпинывая двери, мы видим, что мы находимся где-то на верхних уровнях клубного. Так, вот тут. Начинается с того, что мы стоим в туалете, и осмотревшись, мы видим пару пузырьков с таблетками и надпись. Во, ты куда уехал? Полил меня. Спалили таблетками и надпись на стене. Ну не на стене, на зеркале, поебать. Не боишься? А вдали играет клубная музыка. Выходим из туалета, выпинывая двери, мы видим, что мы находимся где-то на верхних уровнях клубного заведения. Так, кстати, ну раз уж тут такая тема. Пух, пух, тыщ, пух. Потом... Не боишься? А вдали играет клубная музыка. Выходим из туалета, выпинывая двери. Погоди. Подожди, что? Клубная музыка. Выходим из туалета. Бля. После этого видео, наверное, люди будут думать, что я балуюсь какими-то нехорошими препаратами. Привет, Ифрит. Трек будет снова, да. Еще раз наступающий. Надпись на стене «Боишься?». А вдали играет клубная музыка. Выходим из туалета, выпинывая двери, мы видим, что мы находимся где-то на верхних уровнях клубного заведения. Не, а какой-то человек курит у перил. Снизу бьет свет стробоскопа и Нет, мир уже абсолютно понятен. Выходим из туалета, выпинывая двери, мы видим... Алло. Алло.
Ох, а ты реагируешь там, когда ты звонила? Ага. Там, ох, котян рот. Значит, ага. Это понятно, это понятно. Ага. Это, ну, хорошо, ага. Угу. Угу. Ага, хорошо. Ага. Что мы находимся где-то на верхних уровнях клубного заведения, а какой-то человек курит у перил. Снизу бьет свет стробоскопа и громко играет музыка, довольно-таки кочево. Идем дальше. Похуй, режем. Видим, что мы находимся где-то на верхних уровнях клубного заведения, а какой-то человек курит у перил. Идем дальше, пинаем следующую дверь, и мы оказываемся в полутемной комнате, посередине которого стоит стол с каким-то контрактом. Из темноты выходит существо, отдаленно похожее на человека с острыми зубами и пустыми глазницами. Заебал. Так, сейчас. Он говорит нам подписать контракт. Далее мы указываем имя. Он говорит нам подписать контракт. Так. Стол с каким-то контрактом. Из темноты выходит существо, отдаленно похожее на человека с острыми зубами и пустыми глазницами. Он говорит нам подписать контракт. Далее мы указываем имя. Загорается устройство у края стола. Да-да. Загорается устройство у края стола с 3 раундами, и на столе оказывается дробовик. Из-под стола появляются патроны к ружью, 1 боевой и 2 холостых. И на столе оказывается дробовик. Из-под стола появляются патроны к ружью, 1 боевой и 2 холостых. К ружью, 1 боевой и 2 холостых. Игра началась. Сперва ходит игрок. Сперва ходит игрок. Выбирает, выстрелить в демона или в себя. В каком порядке заряжены патроны, непонятно. Они заряжены максимально рандомно. Русская рулетка с дробовиком. Вам каким-то чудом удастся... Так. Да, подумал. Наверное. Давай вот так сделаем. Вот это пиздец, если честно. Там что оставил я? Туалет. Из того, что мы стоим в туалете и, осмотревшись, мы видим пару пузырьков с таблетками и надпись на стене «Боишься?», а вдали играет клубная музыка. Так, из моего пиздежа мне нужны какие-то конкретные вещи. Всю эту описательную хуету, наверное, я срежу. Просто ставлю. Дальше пинаем следующую дверь, и мы оказываемся в полутемной комнате. Выстрелить в демона. В начале каждого всего 2 здоровья. Но ты у себя в голове посчитал патроны, верно? Но представьте,
Если эта офигенная игра имела бы мультиплеер, где нам нужно было бы играть против другого фибриллятора. И теперь у вас нет права на ошибку. Эти демоны в машине с трофеем. Пых, нахуй. Так. Я уже сегодня стримил эту игру, кстати. Человек курит у перил. Выходим. А, подожди, что? Чё? Блять, почему? Я срезал это. Погоди еще раз. Я слишком много срезал. Будто бы. 100 лет выпинывая двери, мы видим, что мы находимся где-то на верхних уровнях клубного заведения, а какой-то человек говорит нам. Так, у перил. Идем дальше, пинаем в следующую дверь, и мы оказываемся. Идем дальше. Так. Вот это я просто вот сюда. И это я сюда. Сколько смог уговорить зарядить пришли. Спасибо. Так. Ну, я просто сейчас тут занят совершенно скучной херней. Видео записано. Делаю. У перил. Идем дальше. Так, вот это я уберу. А, даже так. Окей, почему бы и нет? Рок выбирает. Идем дальше. Мне бы тоже надо бы перейти на Adobe Premiere, а то сижу на Вегасе. Да не, это тоже неплохо. Почему бы нет? Так, и тут я резко ебашу. Что? А, во. Во, прикольно, хороший переход. Идем дальше. Так, тут надо ввести наше имя. Нормально. Так. Надо бы это все сделать на одной громкости, скорее всего. Угу. А у тебя какие там видео есть? Что там делаешь? Нарезки, да? Там что-нибудь типа того.
Так, и вот эти вот нижние. Вместе с этим. До минус 15, скорее всего. Зачем нам смотреть на игру, когда мы можем смотреть на тебя? Да, просто я прям чувствую, что я должен прям это сегодня сделать, блядь, иначе потом опоздаю. В этом прикол. Это вот реально, мне кажется, надо прям поторопиться с этим видео, потому что оно, мне кажется, ебать какое хайповое. Ну, сама игра хайповая довольно-таки сильно, мне кажется. Дробовиком. Сюжета тут как будто бы и нет. Сама игра существует как будто чисто ради нормально, кстати. Чтобы другие разработчики, вот взглянув на эту игру, решили сделать данный геймплей с каким-нибудь крутым сюжетом. Нихуя я тут сделать, сказал. Так. Решили сделать данный геймплей с каким-нибудь крутым сюжетом. Почему до этого никто раньше не додумался? Игра про русскую рулетку, но с дробовиком. Сюжет тут... Игра начинается с того, что мы стоим в туалете, и осмотревшись, мы видим пару пузырьков с таблетками и надпись на стене «Боишься?», а вдали играет клубная музыка. Выходим из туалета, выпинывая двери, мы видим, что мы находимся где-то на верхних уровнях клубного заведения, а какой-то человек курит у перил. Идем дальше. Так, тут надо вести наше имя. Так, тут надо вести наше имя. И все, и дальше похуй вообще. Делаю нарезку тупо по этой игре. И после этого, там вот это вот заключительные какие-то слова, там, которые у меня были, я их вставлю. Погнали. Блин, игра какая-то слишком светлая, как будто бы. Если тут темная, то тут светлая. Ну это нормально, наверное. It's okay. Играем в 3 раунда. Не, это нихуя не окей. Так. Видеоэффекты. Коррекция света, brightness и контраст. Ну, яркость чисто. Пойдет. It's okay. Играем в 3 раунда. Я против дилеров. Это, в общем, русская рулетка, но с дробовиком. Он зарядил в сука. В рандомном порядке дроби. И, собственно, сейчас непонятно, что тут заряжено. Боевой или холостой. И, в общем, должны таким образом отстреливать.
То есть это по очереди он, потом я, либо я, потом он. Ну, прикольно. Давайте, погнали. Можно таким образом стреливать. То есть это по очереди он, потом я. А, бля. Подожди. Brightness and contrast. Славянский прострел сундука. Так. А, подожди, что? Где? Куда я дел? Постоянная мощность. Вот это вот так вот примерно. Он зарядил в рандомном порядке дроби. И, собственно, сейчас непонятно, что тут заряжено. Боевой или холостой. И, в общем, должны таким образом выстреливать. То есть это по очереди он, потом я, либо я, потом он. Ну, прикольно. Давайте, погнали. Блин, даже не знаю. Но я думаю, он зарядил холост... Ну, а вдруг боевой? Да, попробуем выстрелить. В любом случае 50 на 50 будет потом. О, хорош. Отлично, отлично, отлично. Лицо теперь кривое. Окей. Погнали. Чё? Ладно. Высока вероятность, что там боевая. Ну, я думаю, высока вероятность, что там боевая. Не может быть, чтобы холостой сейчас был. Чё? Ладно. Чё? Ну, я думаю, высока вероятность, что там боевая. Не может быть, чтобы холостой сейчас был. Найс. Легчайше. Класс. Ну что ж, первый раунд был супер легкий. Теперь давай сделаем это более интересно. Берем 2 предмета каждый. Чем больше... Окей. Так. Наручники. Пивас. Окей. А, все просто. Все просто. Так, дилер подпускает следующий ход. Давай это применим против него. Артефакт стика. Вот если бы выпали сигареты и пиво, это было прикольно. Ну тут я выигрышу по-любому. Ага. Нормально, да? Легкий раунд. Легкий.
Еще 2 предмета. Оу, найс. Чё это? Так. Нож какой-то. Уф! Это что-то как-то неожиданно было. Нож какой-то. Стоит осуждать, наверное, эту игру. Так. Нож какой-то. Уф. Так. Симулятор Курта Кобейна. Сейчас, наверное. Я там точно помню, было 2 холостых. Но сколько боевых, я не помню. Или 3 холостых и 2 боевых. Ну, в любом случае... Славянская рулетка с дробовиком. О, двойной урон. О, прикол. Ну, давай. До свидания. Блядь, в смысле? Так. На ютубском видео не должно быть матов. В смысле? Прикольно. Прикольно. Ну. Бля, был боевой. Холостой. Бля, был боевой. Был боевой. Холостой. Значит, там один холостой остался. Высока вероятность, что боевой, значит, стреляем. Отлично. Блин, жесть, он злой. И чего делает сигарета? А, нихуя! Да ну. О, пиздец! О, пиздец! А, не... А, да ну. О, пиздец! Так. А если я так сделаю? А, не, да ну. О, пиздец. О. Насколько будет понятно, что я говорю пиздец? О, пиздец. О, пиздец. Очень интересно. Надеюсь, YouTube непонятно. Он типа увидел, что там есть. И теперь, да ладно. Охуеть. Это жестко. Так, окей. Так. Last round. Last round. Каких больше дефибрилляторов? Ничего себе.
4 предмета каждый. О! О, очень надо. О, как хорошо, повезло, повезло. Так, самое что прикольное еще вот в этой игре, то что самое что прикольное еще вот в этой игре, то что твою мать, то что здесь это оформление, точнее музыка хорошая. Твою мать. Он сейчас мне 2 хп снесет. Это вот прям только что было. Так. Пук. Да, это был последний холостой. Все, у него дефибриллятор выключился. Блин, тихо. Да, это был последний холостой. Был последний холостой. Хотя вот дамера косвенно космарка. Дефибриллятор выключился. Как ты думаешь, что сейчас? Да я думаю, холостой, наверное, попробуем. Да, холостой, отлично. Там остался один холостой. Ну все, ему пизда. Ну все, ему пизда. Все, ему пизда. Да. Первого раза. Ни единой смерти. Бабки. Прикольно. Прикольно. Так. Так, вот эта тема нужная. И что это? Ящего джин. Благодаря предметам как-то попроще идет. Поздравляем, пенис. Если ты меняешь имя, то у тебя статистика тоже меняется. Понял. Понял. Давать ему право хода. Да.
Так, а где... Ни единой смерти. И чё это? Бабки? Прикольно. В общем, Май Клубника также... Блин. Игру создал один человек. Добавив по пару-тройку. Блять, хуй знает вообще. Поэтому можно было бы одиночную игру сделать увлекательнее. Но ты у себя в голове посчитал патроны. По чату или там денег. Например, на машине Бля. Не, если честно, как-то хуёво звучит, пиздец, если честно. Это звучит максимально хуёво. Так, ну, просто так запишем тогда. И после победы над дилером мы получаем деньги и уезжаем вместе с ружьем. Видимо, как трофей его забираем с собой. Вообще, глядя на эту игру, появляется очень много мыслей по типу, почему не добавили мультиплеера, почему нету какой-то сюжетной составляющей нормальной, да. И мне кажется, что создатель данной игры, его зовут Майк Клубника, он сделал эту игру чисто для того, чтобы набить себе портфолио, чтобы его взяли на работу в какую-нибудь огромную студию или еще куда-нибудь, или дали какое-то финансирование, дали команду разработчиков, или он таким образом привлечет себе команду разработчиков. И в дальнейшем мы, возможно, увидим игру с данной концепцией интересной, с такими вот прикольными геймплейными механиками, то есть с таким core геймплеем, прикиньте, игру, где будет мультиплеер, в котором вы будете играть против кого-нибудь. Там, например, можете там против оппонента как-то блефовать, давать ему возможность выстрелить первым, там, так далее, считать патроны, там, какие были, перетасовывать патроны, там, не знаю, возможностей там очень много, если так подумать. А сюжетный делать, ну, из этой игры что-нибудь интересное тоже можно. Там добавить какой-то минимальный сюжет, например, историю того, как чел нуждается остро в деньгах, и поэтому он идет на эту русскую рулетку с этим каким-то демоном, потом пойдет еще куда-то выше и так далее, там ради того, чтобы, не знаю, выкупить дом, там родителей, может быть, оплатить лечение матери или там, не знаю, спасти душу там чью-нибудь, там прочее, там сюжетов мы много всякого придумать, и, соответственно, какие-нибудь этажи новые с другими демонами, там прочее.
увеличение разнообразия предметов каких-нибудь, так далее, так далее, так далее. Ну, игра довольно-таки прикольная. Но единственное, что я хочу подметить, то, что третий раунд, он, по сути, очень легкий в этой игре. Безумно легкий. Он, получается, благодаря третьим предметам, которые появляются на максимально рандомной теме, они супер облегчают игру. Например, эти сигареты, которые тебе восполняют ХП, и увеличительное стекло вместе в комбинации с этим, с раскладной пилой, которая увеличивает дамаг на 2. Это прям очень жестко. Ну а так вообще, в целом, игра просто пушка, я вам скажу. Игра реально крутая. Хотелось бы увидеть его в законченном виде каком-нибудь. Мне бы хотелось больше подобной. Больше хочется подобного. Да. Ну, надеюсь, увидим в скором времени от Майки Клубники по подобную игру, которую я озвучил, там, с мультиплеером или без, там, неважно, но чтоб этого было побольше. И, соответственно, если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, оставляйте идеи, какие там могли бы прям классно выглядеть в данной игре. Ну и переходите в Twitch, либо в Telegram. Собственно, все. Всех с наступающим Новым годом и всем пока. Так. Вот так вот получше будет. Прикольно. 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 Так. Надо будет здесь найти этот трек, наверное. Остров в деньгах, и потом там родители, матери, или там, не знаю, много всякого придумать на теме. Довольно-таки прикольно, но единственное, что я хочу папки. Прикольно. Ну, просто так запишем тогда.
победы над дилером мы получаем... У меня тут вообще какой-то бардак творится. И после победы над дилером мы получаем деньги. Уезжаем вместе с ружьем. Видим, как трофей его забираем с собой. Вообще, глядя на эту игру, появляется очень много мыслей по типу, почему не добавили мультиплеера, почему нету какой-то сюжетной составляющей нормальной, да? И мне кажется, что создатель данной игры, его зовут Майк Клубник. Ну да. Он сделал эту игру чисто для того, чтобы набить себе портфолио, чтобы его взяли на работу в какую-нибудь огромную студию или еще куда-нибудь, или дали какое-то финансирование, дали команду разработчиков, или он таким образом привлечет себе команду разработчиков. Для того, чтобы взяли на работу в какую-нибудь огромную студию или еще. Портфолио, чтобы его взяли на работу в какую-нибудь огромную студию или еще куда-нибудь, или дали какое-то финансирование, дали команду разработчиков, или он таким образом привлечет себе команду разработчиков. И в дальнейшем мы, возможно, увидим игру с данной концепцией. Блять, вы что на меня только смотрите, пиздец. С такими вот прикольными геймплейными механиками, то есть с таким кор геймплеем, прикиньте, прикольно, где будет мультиплеер, в котором вы будете играть. Можно увидим игру с данной концепцией интересной, с такими вот прикольными геймплейными механиками, то есть с таким кор геймплеем, прикиньте, игру, где будет себе команду разработчиков. И в дальнейшем мы, возможно, увидим игру с данной концепцией интересной, с такими вот прикольными геймплейными механиками, то есть... Так. Надо резать, сука. Мне вот знаете, что интересно? Я смогу отрендерить видео во время стрима? Мне пиздец любопытно. Это случится?
Мне в какой-то мере даже, ну, как-то верится, что этим вопросом многие задавались. Хотя бы раз. Ну, стример имеется в виду. Это финансирование, дали команду разработчиков или все портфолио, чтобы его эксперимент вот в какую-нибудь огромную студию или еще куда-нибудь, или дали какое-то финансирование, дали набить себе вообще, глядя на эту игру, появляется очень много мыслей по типу, почему не добавили мультиплеера, почему над дилером мы получаем деньги и уезжаем вместе с ружьем. Видимо, как трофей его забираем с собой. Вообще, глядя на эту игру, появляется очень много мыслей по типу, почему не добавили мультиплеера, почему нету какой-то сюжетной составляющей нормальной, да? И мне кажется, что создатель данной игры, его зовут Майк Клубника, он сделал эту игру чисто для того, чтобы набить себе портфолио, для того, чтобы он сделал эту игру чисто для того, чтобы набить себе портфолио, чтобы его взяли на работу в какую-нибудь огромную студию. Его зовут Майк Клубника. Он сделал эту игру чисто для того, чтобы набить себе портфолио, чтобы его чисто сделал Бог игру, чтобы набить себе портфолио, пошел для того, чтобы набить себе портфолио, чтобы его взяли на работу в какую-нибудь огромную студию или еще куда-нибудь, или дали какое-то финансирование, дали команду разработчиков, или он таким образом привлечет себе команду разработчиков. И в дальнейшем мы, возможно, увидим игру с данной концепцией. И в дальнейшем мы, возможно, увидим игру с данной концепцией интересной, такими вот прикольными геймплейными механиками, то есть с таким core геймплеем, прикиньте, игру, где будет мультиплеер, в котором вы будете играть против кого-нибудь. Там, например, можете игру, где будет в котором вы будете играть против кого-нибудь. Там, например, можете там против оппонента как-то блефовать, давать ему возможность выстрелить первым, там, и так далее, считать патроны, там, какие были, перетасовывать патроны, там, не знаю, возможностей там очень много, если так подумать. А сюжетные делать
Пул. Против кого-нибудь. Там, например, можете там против оппонента как-то блефовать, давать ему возможность выстрелить первым, там, и так далее. Считать патроны, там, какие были, перетасовывать патроны, там, не знаю, возможностей там очень много, если так подумать. А сюжетные делать, ну... Отлично, сломать колени. Да. Ну, из этой игры. А сюжетные делать, ну, из этой игры что-нибудь интересное тоже можно. Сюжетные делать. Якутский Луцай. Не, до Луцая мне ебать далеко, конечно. Блефовать, давать ему возможность выстрелить. Давненько я, кстати, учебные ролики всякие разные смотрел. Я же, по идее, на Луцая даже в Патреоне подписан. На Бусти, точнее. Первым там... Не знаю, возможностей там очень много, если так подумать. А сюжетные делать из этой игры что-нибудь интересное тоже можно. Там добавить какой-то минимальный сюжет. Например, историю того, как чел нуждается остро в деньгах, и поэтому... Боготатанов. Здравствуй. Лучший игровой стример Якутии. Да ладно, перестань. Зохан там есть еще. Не знаю, кто там еще есть. Пабзан там. Регион 14. Да кто угодно. Но спасибо за добрые слова. Большое спасибо. С наступающим. С наступающим. Здравствуй. Спасибо. Ну вот даже не вспомнишь. Ну, на самом деле якутских стримеров полно. Так и так. Спасибо. Давать ему возможность выстрелить первым, там, я тут вот видосик делаю, сейчас патроны, там какие были, перетасовывать патроны. Там. Завтра конкретно игровой на стрим будет, много, если так подумать. А сюжетные делать из этой игры что-нибудь интересное тоже можно. Там добавить какой-то минимальный сюжет, например, историю того, как чел нуждается остро в деньгах. И помнишь генерала Хэнсона? Это я ему нож якутский дал. Поэтому он идет на эту русскую рулетку с этим каким-то демоном, потом пойдет еще куда-то выше и так далее, там ради того, чтобы, не знаю, выкупить дом, там родителей, может быть, лечение матери или там, не знаю. Всякого придумать, и, соответственно, какие-нибудь этажи новые с другими демонами, там прочее, увеличение разнообразия предметов каких-нибудь, так далее, так далее, так далее. Ну, игра довольно-таки прикольная, но единственное, что я хочу подметить, то, что третий раунд, он, по сути, очень легкий. Купить дом, там родителей, может быть, оплатить лечение матери или там, не знаю, спасти душу там чью-нибудь, там прочее, там сюжетов много всякого придумать и, соответственно, какие-нибудь этажи новые с другими демонами, там прочее, увеличение разнообразия предметов каких-нибудь, так далее, так далее, так далее. Ну, игра довольно-таки прикольная, но единственное, что я хочу подметить, то, что третий... Запомните, что я подметил. Третий раунд, он легкий, благодаря чему? Правильно, предметам. Мы это еще не раз повторим, чтобы закрепить. Так.
Там очень жестко. Ну а так вообще, в целом, игра... Котенка. Это рехтера сехтера igen. Шугахама. А? Хлеб-то. А? Заяц-то. А, садик-то. Это садик спустя 13 дней рабарым было. 13 gününden bitti. Или 11, 12. Наверное. В законченном виде каком-нибудь. Мне бы хотелось больше подобной. Больше хочется подобного. Да. В законченном виде каком-нибудь. Мне бы хотелось больше подобной. Больше хочется подобного. Да. Ну, надеюсь, увидим в скором времени от Майки Клубники по подобную игру, которую я озвучил, там, с мультиплеером или без, там, не важно, чтобы этого было побольше. И, соответственно, если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, оставляйте идеи, какие там могли бы прям классно выглядеть в данной игре. Ну и переходите. Оставляйте идеи, какие там могли бы прям классно выглядеть в данной игре. Ну и переходите. Оставляйте идеи, какие там могли бы прям классно выглядеть в данной игре. Ну и переходите. Либо в Telegram, собственно, все. Всех с наступающим Новым годом и всем пока. Игру, где будет мультиплеер, в котором вы будете играть против кого-нибудь. Там, например, можете там против оппонента как-то блефовать, давать ему возможность выстрелить первым, там, и так далее. Считать патроны, там, какие были, перетасовывать патроны, там, не знаю, возможностей там очень много, если так подумать. А сюжетный делать из этой игры что-нибудь интересное тоже можно. Там добавить какой-то минимальный сюжет, например, историю того, как чел нуждается остро в деньгах, и поэтому он идет на эту русскую рулетку с этим каким-то демоном. Поэтому он идет на эту русскую рулетку с этим каким-то демоном, потом пойдет еще куда-то выше и так далее, там ради того, чтобы, не знаю, выкупить дом, там родителей, может быть, оплатить лечение матери или там, не знаю, спасти душу там чью-нибудь. Там прочее, там душу, там чью-нибудь, там прочее, там сюжетов много всякого придумать, и, соответственно, какие-нибудь этажи новые с другими демонами, там прочее, увеличение разнообразия предметов каких-нибудь, так далее, так далее, так далее. Ну, игра довольно-таки прикольная, но единственное, что я хочу подметить, то, что третий раунд он, по сути, очень легкий в этой. То, что третий раунд, он, по сути, довольно-таки прикольно. Но единственное, что... Так далее. Ну, игра довольно-таки прикольная. Ну, игра довольно-таки прикольная. Но единственное, что я хочу подметить, то, что третий раунд, он... Так, третий...
Третий раунд, третий раунд, третий раунд. Надо бы дисклеймер, наверное, ебануть. Про курение, алкоголь, блядь. Что-то, мне кажется, надо. Он, по сути, очень легкий в этой игре. Отметить то, что третий раунд, он, по сути, очень легкий в этой игре. Безумно легкий. Он, получается, благодаря этим предметам, которые появляются на максимально рандомной теме, они супер облегчают игру. Например, эти сигареты, которые тебе восполняют хп, и увеличительное стекло вместе в комбинации с этим. С раскладной пилой, которая увеличивает дамаг на 2. Это прям очень жестко. Ну а так вообще, он, по сути, очень легкий в этой игре. Безумно легкий. Он, получается, благодаря этим предметам, которые появляются на максимально рандомной теме, они супер облегчают игру. Например, эти игру. Например, эти сигареты, которые тебе восполняют хп, и увеличительное супер облегчает игру. Например, эти сигареты, которые тебе восполняют хп, и увеличительное стекло вместе в комбинации с этим. С раскладной пилой, которая увеличивает дамаг на 2. Это прям очень жестко. Ну а так вообще, в целом, игра просто пушка, я вам скажу. Игра реально крутая. Хотелось бы увидеть дамаг на 2. Это прям очень жестко. Ну а так вообще, в целом, игра просто пуш. В целом, игра просто пушка, я вам скажу. Пушка, я вам скажу. Игра реально крутая. Хотелось бы увидеть его в законченном виде каком-нибудь. Мне бы хотелось больше подобной. Больше хочется подобного. Да. Ну, надеюсь, увидим в скором времени от Майки Клубники по подобную игру, которую я озвучил, там, с мультиплеером или без, там, неважно, но чтоб этого было побольше. И, соответственно, если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, оставляйте идеи, какие там могли бы прям классно выглядеть в данной игре. Ну и переходите в Twitch, либо в Telegram. Собственно, все. Всех с наступающим Новым годом и всем пока. С наступающим Новым годом и всем пока. О, сделали видос. Все, блядь, готово. Так, только сейчас еще быренько. Озвучил.
попробовать данную игру и не ошибся в его приобретении. Он стоил $1.40. И данная игра дарит интересный игровой опыт, и также в голове у тебя сразу всплывает вопрос, а почему до этого никто раньше не додумался? Игра про русскую рулетку, но с дробовиком. Сюжета тут как будто бы и нет. Сама игра существует как будто чисто ради вдохновения, чтобы другие разработчики, взглянув на эту игру, решили сделать данный геймплей с каким-нибудь крутым сюжетом. Конченый глаз. Бакшот рулет. Увидел короткий ролик с геймплеем и понял, что я сам должен попробовать данную игру. И не ошибся в его приобретении. Он стоил $1.40. Он стоил $1.40. Так, вот тут надо бы... трейлер ебануть. $1.40. И данная игра дарит интересный игровой опыт, и также в голове у тебя сразу всплывает вопрос, а почему до этого никто раньше не додумался? Игра про русскую рулетку, но с дробовиком. Сюжета тут как будто бы и нет. Сама игра существует как будто чисто ради вдохновения, чтобы другие разработчики, взглянув на эту игру, решили сделать данный геймплей с каким-нибудь крутым сюжетом. Игра начинается с того, что мы стоим в туалете, и осмотревшись, мы видим пару пузырьков с таблетками и надпись на стене «Боишься?». А вдали играет клубная музыка. Выходим из туалета, выпинывая двери, мы видим, что мы находимся где-то на верхних уровнях клубного заведения, а какой-то человек курит у перил. Идем дальше. Вот тут, кстати, можно было вот сюда ебануть текст. Как там было-то?
Так, тут надо ввести наше имя. Окей. Погнали. Играем в 3 раунда. Я против дилера. Это, в общем, русская рулетка, но с дробовиком. Русская рулетка, но с дробовиком. Рулетка, но с дробовиком. Он зарядил в рандомном порядке дроби. И, собственно, сейчас непонятно, что тут заряжено. Боевой или холостой. И, в общем, должны таким образом выстреливать. То есть это по очереди он, потом я, либо я, потом он. Ну, прикольно. Давайте, погнали. Блин, даже не знаю. Но я думаю, он зарядил холост... Ну, а вдруг боевой? Да, я попробуем выстрелить. Окей. Погнали. Ну, я думаю, высока вероятность, что там боевая. Не может быть, чтобы холостой сейчас был. Супер легкий. Теперь давай сделаем это более интересно. Берем 2 предмета каждый. Берем 2 предмета каждый. Берем 2 предмета каждый. Чем больше... Окей. Так. Наручники.
Все просто. Все просто. Немножко. Немножко тут. Уф. Уф. Так. Очень интересно. А, он типа увидел, что там есть, и теперь... Да ладно. Охуеть. Это жестко. Last round. Так. Так. Final Shadow. Final Shadow. Final Shadow. Никаких больше дефибрилляторов.
Так. Теперь только ты и я. Мы танцуем на краю жизни и смерти, да? Никаких больше дефибрилляторов. Ничего себе. Ничего себе. Блин, погоди. Так. Четыре предмета каждый. Предмета каждый. О! О, очень надо. О, как хорошо, повезло, повезло. Так, самое что прикольное еще вот в этой игре, то что, твою мать, то что здесь это оформление, точнее музыка хорошая. Привет, Кукубер, здравствуй, с наступающим. Привет. Твою мать. Тут где-то было. Блин, как же ему везет с этими увеличительными стеклами, просто жесть. Вот эта тема с дефибрилляторами, конечно, очень прикольная. Да-да. Угу. Прикольно. Все. Так, готово видео. Можно рендерить.
позырим. Как он будет это делать вместе со стримом? По-моему, это бред. Мне кажется, сейчас все по пизде пойдет. Я как раз хотел посмотреть видео про эту игру. А вот оно уже готово практически. А, а, Да вроде все окей. Ну, го. Кстати, удивительно, но никаких лагов совершенно. Ладно, спокойной ночи. И тебе спокойной ночи. Скоро будет видео. Наверное, сегодня выложу его.
Ай, думал, сегодня еще поиграю. Но, в принципе, видос сделал. В принципе, видос сделал. Ладно, зато спокойно. Сейчас со спокойной душой лягу спать. Не буду думать об этом видео вообще. Выспавшийся, свежий. Завтра попробую даже стрим с утра завести. Ну, то есть, как сегодня. Рано. Что-нибудь такое прикольное поиграем. И, наверное, будем потихоньку готовиться к новогоднему стриму. Это да. Ну, в общем, давайте я пока на этом закончу. Всем спасибо, кто был. Спасибо, Ятрок, за 555 рублей. Большое спасибо, братан. И всем, кто был, большое спасибо за присутствие и общение. Всех с наступающим. И всем пока. Скоро увидите видео.